28 ноября 1972 года самолет Douglas DC-8 авиакомпании Japan Airlines выполнял регулярный рейс 446 по маршруту Копенгаген, Москва, Токио. На его борту находились 14 членов экипажа и 62 пассажира. Полет до Москвы прошел без замечаний, и в 18 часов 17 минут рейс 446 приземлился в аэропорту Шереметьево. Обслуживание самолета выполнялось инженером компании Japan Airlines. Также экипаж получил документы для выполнения полета, включая информацию о фактической и прогнозируемой погоде. В 19 часов 38 минут экипаж запросил разрешение на запуск двигателей, а диспетчер это разрешение дал, заодно дав и инструкцию по рулению ко взлетно-посадочной полосе 25 с курсом 248 градусов. В 19 часов 49 минут рейсу 446 было дано разрешение занимать исполнительный старт, а также инструкции по выполнению взлета. В 19 часов 50 минут Douglas, на борту которого находились 62 пассажира и 14 членов экипажа, начал разбег по взлетной полосе 25, после чего оторвался от земли. Но поднявшись всего до высоты 100 метров, авиалайнер тут же начал быстро терять высоту, после чего в 19 часов 51 минуту в 150 метрах от торца полосы и в 50 метрах левее продолжения ее осевой линии с левым креном ударился о землю хвостовой частью фюзеляжа, после чего разрушился и загорелся. В результате катастрофы 61 человек погиб, 52 пассажира и 9 членов экипажа. Для расследования происшествия Советское министерство гражданской авиации сформировало специальную комиссию, которая вскоре пришла к мнению, что после отрыва от земли самолет вышел на закритические углы атаки. Это мнение было основано на следующих данных. По свидетельству выживших, лайнер после отрыва от земли начал сильно вибрировать. В целом, разгон по полосе вплоть до скорости подъема носовой стойки шасси прошел нормально. Проблемы начались уже после прохождения взлетной скорости. Спустя 11 секунд после взлета речевой самописец зафиксировал, как кто-то сказал «спойлеры», на что в ответ прозвучало «извиняюсь». Одновременно с этим, исходя из показаний параметров полета, заметно возросло сопротивление движению. Все двигатели были отправлены на техническую экспертизу, которая пришла к заключению, что до момента катастрофы ни в одном из них не было разрушений конструкции, прогорания, пробоя или еще каких-либо повреждений, которые могли бы привести к отказу двигателя во время полета. На основании этого был сделан вывод, что все двигатели были исправны, и до столкновения с землей ни один из них не отказывал. Кратковременно в кабине возник диалог, который был словно о выпущенных спойлерах. Сами спойлеры были найдены в убранном положении, но их могли и успеть убрать. Между тем, если бы спойлеры были бы кратковременно выпущены, то это привело бы к резкому увеличению аэродинамического сопротивления. В условиях ночного полета экипаж мог по ошибке в данной ситуации вывести самолет на слишком крутой угол, в результате чего аэродинамическое сопротивление еще больше возросло, а воздушная скорость значительно упала, что и привело бы к выходу самолета на режим сваливания. Согласно заключению комиссии, при взлете экипаж неожиданно вывел его на закритические углы атаки, в результате чего произошло быстрое падение скорости и подъемной силы. Самолет фактически завис в воздухе и упал. Есть две версии, почему экипаж вывел свой самолет на такой режим. Первой версией были случайно выпущенные спойлеры, что увеличило лобовое сопротивление крыла, а также сильно уменьшило коэффициент подъемной силы. А во второй версии экипаж потерял управление из-за ненормальной работы одного из левых двигателей, что могло быть вызвано попаданием льда с замерзших воздухозаборников, в результате чего экипаж потерял контроль над управлением. Смотрите также 15 ноября 1978 года в Катунаяке, пригороде Негомбо,
С самолетом DC-8 авиакомпании Loftleider, который был зафрахтован авиакомпанией Garuda Индонезия, произошла катастрофа. Самолет выполнял чартерный рейс из Джиды в Сурабаю, но при заходе на посадку в Коломбо авиалайнер врезался в плантацию каучука и полностью разрушился. Друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.